Всем привет! С вами снова Алексей и добро пожаловать на канал Лесной Олень. В прошлый раз за один световой день мне удалось выкопать яму нужных мне размеров и установить опорные столбы, на которые ляжет вся нагрузка от стен и от будущей двухскатной крыши землянки. Сегодня мне предстоит установить поперечные балки на опоры, сделать временные укосины для создания жесткости всей конструкции и начать возводить сами стены. Работа с деревом намного приятнее, чем копание ямы, поэтому я надеюсь, что строительство сегодня будет идти полным ходом и, главное, в удовольствие. Кстати, о размерах землянки. В ширину получается 225 сантиметров, а в длину 250 сантиметров. Для начала нужно напилить 3 бревна по 280 сантиметров. В прошлый раз мне не очень понравилось носить бревна на своих плечах, поэтому сегодня я взял трос от машины, и в принципе я думаю, как-то он мне поможет и облегчит работу по перетаскиванию бревен. Но все-таки волочить их будет легче, нежели тащить на себе. Да, гвозди я купил 200-е, но тем не менее даже их длины не хватит, чтобы установить это бревно на опоры. Поэтому придется делать немножко надпилы и лишнее стесывать, убирать топором.
Да, не так уж все тут и хорошо со стройматериалами, как я говорил в прошлый раз. Бревна уже либо немножко подгорелые, либо чуть подгнившие. Но деваться, в принципе, некуда, я думаю, пойдет. Нужно проверить, не гнилое ли оно внутри. Если нет, то ничего страшного в этом нет, что оно немножко подгорело. Ну что, древесина внутри не гнилая, немножко сырая, но это ничего страшного, высохнет. Хорошее бревно. Лес рубят, щепки летят. Аж камера упала. Как уже кто-то написал в комментариях, слишком маленький промежуток между грунтом и опорными бревнами. То есть бревна, из которых я буду составлять стену, они просто не поместятся физически. Поэтому приходится немножко расширять этот простенок.
Так, поперечные балки я уже установил, теперь можно браться за стены землянки. Смотрю вот на разрушенную лачугу и вижу, что здесь есть материал, который мне пригодится в строительстве землянки. Почему бы и нет? Будем ее разбирать. С помощью вот таких вот строительных тентов я смогу защитить стены землянки от прямого контакта с мокрым грунтом, что в свою очередь позволит избежать скорейшего гниения бревен. Под первое бревно я тоже немножко пленку подложил, чтобы оно, естественно, не сырело от земли, не забирало влагу.
Решил я набить временную крышу. Дело в том, что давление грунта уже на эту стену слишком избыточное, и стена начинает немножко заваливаться. Нужно дать ей какое-то ребро жесткости, чтобы стена не заваливалась. Сегодня на улице плюс 36. Когда-нибудь ели вот такой вот сникерс? Я про него просто забыл совсем. Нормально. Итак, сегодня была проделана большая работа. Полностью установил одну глухую стену, наполовину возвел вторую глухую стену, поперечные балки были установлены и, естественно, поставил временные укосины для жесткости конструкции, чтобы вся землянка не завалилась, пока я сейчас ее строю. Землянка уже начинает приобретать какие-то свои очертания. Примерно уже есть понимание, как она будет выглядеть в ближайшем обозримом будущем. Но у нее нет до сих пор названия. Мне нравится название «Выворотень». Ну, дело в том, что здесь была такая яма, как будто бы от упавшего дерева, вырванного с корнями. Если вам это название нравится или не нравится, напишите об этом в комментариях. Также можете предложить свой вариант названия землянки. Всем пока!